какой результат у нас может быть. Скажу так, что основными преимуществами проекта, которое у нас было подписано с компанией Mobileye в лице руководителя Алекса Затульского и плюс при поддержке посольства Израиль здесь в Украине, в том, что имея такую установку в наличии в нашем транспорте, мы существенно увеличиваем, улучшаем безопасность передвижения нашего транспорта, особенно пассажирского транспорта. Также мы можем контролировать и видеть качество езды, мы можем видеть, где транспорт находится вообще. Экономия, ну я думаю, что компания лучше подробнее расскажет, насколько экономичнее и выгоднее, насколько выгодно будет с точки зрения эксплуатации, как транспорт эксплуатируется. Во всей Европе это уже давно используется. У нас мы только обсуждаем, но считаем это очень важным принципом. Но самый главный принцип – это безопасность. До 80% снижается аварийность в том виде автотранспорта, где используются данные средства. Вот. Мы будем продолжать внедрять всевозможные технологии, современные технологии. Это только начало, мы хотели бы этот эксперимент сегодня просто представить. Вот. А в дальнейшем будем информировать, какие действия мы будем делать. Я очень рад, что очень важные люди, которые здесь сегодня, это обычные представители компании, обычные люди. So when I will speak, let's all remember that there is a kid with a bicycle on the street and we should help him get to school or to home safely. Когда я буду говорить, мы должны все помнить, что есть The child on the bike or walking should get to home or to school мы должны все safely. помнить, что ребенок на велосипеде, выехав из дома, должен добраться до школы. As for myself, in my background, I'm an officer in the Israeli Air Force for many years. Что касательно меня, я являюсь офицером в Израиле очень много лет. I'm a pilot. Пилот военный. But we're today to talk about a different pilot. Мы сегодня будем говорить о другом пилоте. Since 5 years, I'm in charge of the area of East Europe in Mobileye. Я возглавляю регион Восточной Европы компании Mobileye. And I will speak today about the company. И сегодня я расскажу вам о компании. So we are to talk today about, as Mr. Lev said, to put technology into the vehicles to help the drivers and the citizens. Как господин Прохлаза сказал, мы сегодня поговорим о том, чтобы технологии внедрить в наши автомобили и сделать безопасность на дорогах выше. We will talk about the pilot and we will talk what can we do tomorrow. Мы будем говорить о пилотном проекте и о том, что мы можем сделать завтра. Let's start with the movie. Начнем с видеопрезентации. За последние 20 лет компания занималась тем, что разрабатывала видение, интеллектуальное видение для автомобилей. Компания разработала революционную систему, которая изменила безопасность на дорогах. Как и человеческий глаз, система распознает всех участников дорожного движения. Разметку дорожную, пешеходов, переедущих автомобилей, велосипедистов, знаков ограничения скорости. Recent changes in safety legislation, advanced driver assistance systems are becoming a prerequisite for meeting the На сегодняшний день на мировом уровне
повышаются стандарты безопасности. И на сегодняшний день очень многие автопроизводители, очень многие правительства многих стран, скажем так, они внедряют данную безопасность как новый стандарт. The automotive industry and millions of clients have proven that Mobileye's vision has become a reality. Миллионы водителей на сегодняшний день уже убедились в эффективности системы. Smarter and safer driving experience. Mobileye, our vision, your safety. Mobileye is an Israeli international company which is now worth $12 billion. На сегодняшний день компания Mobileye является гордостью Израиля, и на сегодняшний день компания стоит $12 миллиардов. We have 90% of the car manufacturers in the world working with us. И на сегодняшний день 90% автопроизводителей мира работают с нами. And of course we work with vehicles who did not have our system originally, and this is what we came here to talk about today. На сегодня мы также, естественно, работаем с автомобилями, которые сошли с конвейера без такой опции, без данной системы, технологии, и мы сейчас об этом поговорим. This is an example of companies that work with our system and they put it as original. Это пример компаний, которые на сегодняшний день работают с нами и внедряют данную технологию с завода. 5 million vehicles in the world are driving already with our life-saving technologies. Свыше 5 миллионов автомобилей на сегодняшний день уже ездят с системами Mobileye в мире. Let's make this number bigger with Ukrainian roads, Ukrainian and Kiev region vehicles. Давайте увеличим эту цифру благодаря украинским водителям и украинским дорогам. So this is again to show that данный график показывает, как с 2007 по 2016 год включительно количество марок автомобилей имеют данную опцию. today we came to talk about the challenge inside cities between pedestrians and big vehicles. Сегодня мы поговорим о проблемах, которые происходят в городе между водителями и пешеходами. This is a normal picture of a modern city. You have big vehicles, bicycles, pedestrians, everybody together. Это стандартная картина обычного города, где есть много пешеходов, велосипедистов и автомобилей. This is to show that more and more people are entering the cities. Buildings are becoming higher, and more people enter the cities. Здесь сказано о том, что с каждым годом все больше людей приезжают в большие города, то есть и расширяется инфраструктура. This is the past. People used to walk or use bicycles. Nowadays they use vehicles. Если раньше This makes люди traffic. ходили, то сейчас люди ездят на автомобилях. In the governor hands is to decide there will be more public transportation. This is the same 50 people. И в руках нашего правительства сделать все, чтобы было больше автобусов But when big для vehicles, перевозки. when there are more big vehicles in the city, it makes also a problem which we will show. И когда слишком много больших автомобилей, мы имеем в виду грузовиков в городе, это создает очень много проблем. Smart City is a world project. In Barcelona in December there will be a world meeting for smart cities. We will be there, a key presenter. На сегодняшний день Smart City это некий термин, это тренд в мире. И в декабре месяца этого года в Барселоне будет очень значимое событие, где будут
присутствует свыше 100 мэров со всего мира, и Mobileye будет выступать как главный участник. The Europe Transport Safety Council Европейский транспортный комитет has seen and noticed that 70% of pedestrians die in cities в период с 2011 по 2013 год увидели, что 70% смертей пешеходов случается на городских улицах. It's not a surprise because they're not on the highways, but this needs a solution. Это то есть мы не удивлены этим цифрам, но мы должны иметь некое решение для этого. And the problem is blind spots around big vehicles. И одна из проблем основных это невидимые зоны в больших автомобилях. Now, public transportation drivers are professional. В городском транспорте водители все профессионалы, But the pedestrians are not. но не пешеходы. They run after the bus. Они бегут за автобусом, They go out and they circle around the bus. They don't think about the driver's challenges. они пытаются обогнать автобус, не думая о том, как поведет себя водитель. They drive with a bicycle. They don't think that the garbage truck driver has a problem. He does not see them. Пешеходы могут, велосипедисты могут ехать рядом с будь то фурой или автобусом, не понимая о том, что у водителя данного транспортного средства есть проблема в том, что он не видит, иногда не видит действительно. And I'm talking a lot about big vehicles, but any vehicle, any young driver in the police, a taxi driver, any municipal driver has the same challenge. He's a lot on the road and he has a big risk of accidents. В принципе, это касается абсолютно любого водителя, который проводит очень много времени за рулем и который действительно подвержен ДТП. Let's see how we can assist those drivers with giving them warnings. Теперь давайте посмотрим, как мы можем помочь водителям избежать аварии путем оповещения их. AXA insurance company has tested our system. International. Международная компания AXA, страховая компания AXA, провела исследование. They found out that if you give a warning before something happens, there will be less events. Они пришли к тому, что если за полсекунды до того, как что-то должно случиться, предупредить водителя, то количество ДТП будет сокращаться. Everybody here married in the room knows that if the husband or the wife is sitting near you and saying, watch out, watch out, watch out, you will have less accidents. Все здесь, кто замужем или женат, и когда вы едете в машине, и супруг или супруга подсказывают, что делать, куда не ехать и куда смотреть, мы понимаем, что мы будем... То есть нас это немножко дисциплинирует, и мы не отвлекаемся и действительно можем избежать ДТП. What we know is also academically proven. If you give 2 seconds early warning, there will not be accidents. Zero chance. Уже подтверждено очень многими институтами, международными институтами, что если давать водителю 2 секунды оповещения до возможного ДТП, то можно сократить вероятность аварии на нет. This is important because our system gives 2.5 seconds, even more. Наша система дает оповещение за 2,5 секунды до возможного ДТП. This is what our computer and camera are doing. Данное видео показывает, как видит система, то есть как она распознает всех участников дорожного движения. This is very, very modern artificial intelligence. Это очень инновационная технология, основана на военных технологиях. And Israel is known to be leading in this technology. И Израиль признан лидером по данной технологии. To understand that in the picture this is a vehicle, this is a more relevant vehicle, this needs a very strong computer and algorithm. Для того, чтобы распознать разметку и каждого участника, то есть нужно очень мощный
алгоритмы и действительно уникальную технологию. To recognize the lanes. This is even more complicated. Это еще более трудно, потому что данное видео показывает, как система Mobileye распознает пешеходов. And very, very relevant for our meeting. И на сегодняшний день это очень актуально для сегодняшней встречи. There is no other system that is doing this performance. A radar, for example, does not recognize people. Ни одна система в мире не может распознать пешехода. All of them are recognized, but only some are relevant and some are blue and white because they're on the side. No warnings will be given on them. Есть очень много систем, где используется радар, вот, и пешехода просто не замечают. The system is working at night, in rain, in snow. Система работает днем, ночью, при любых погодных условиях, будь то туман, дождь, снегопад, яркое солнце. By the way, if there is very, very fog, the system will give a signal. It's too much fog, it's a camera. Если, конечно же, очень сильный туман и совсем ничего не видно, система не скажет вам, куда ехать. То есть система об этом сообщит водителю, о том, что не полагайся на меня, сконцентрируйся внимание на дорогу, потому что я камера, я не могу видеть. People think that because we are from Israel, this is probably military infrared radar system. No, it's a cheap camera to be able to put in every bus, in every vehicle. Очень многие считают, что если данная камера из Израиля, то она видит все и всех. Нет, мы говорим о том, что мы являемся доступным продуктом для... Let's see it in action. Давайте посмотрим, как она работает. We will show how the driver will get alerts on pedestrians, speeding, distance from vehicles, departing from lane, everything. Мы сейчас увидим, как система оповещает о возможном наезде на пешехода, о возможном столкновении с транспортом, о распознавании дорожного знака и распознавании разметки. This is the first video. Это первое видео. The vehicle in front has suddenly stopped and I will get a warning not to make an accident. Данное видео показывает о том, что случится, если перед вами резко машина затормозит. Or Или if I'm close, это функция виртуального бампера. Работает как партроник, только в режиме пробок. Данная функция – это распознавание разметки и оповещение водителя. to Если listen and to see. данная функция включается только, если водитель не включил поворотник. To keep distance in seconds. Данная функция позволяет держать безопасную дистанцию. This feature is very important for fuel savings. Данная функция очень важна для экономии топлива. I showed you in the beginning that if there might be an accident, you get a very strong ta-ta-ta, you need to stop. Вначале мы показали видео, когда если идет очень быстрое сокращение между дистанцией, автомобиля идет очень мощный сигнал. This signal works constantly, and every time you're a little bit too close, you get a little beep. All you need to do is lift off the foot from benzene, go a little bit back and continue driving. Данная функция, она очень мягко оповещает водителя о том, что аккуратно вы близко приближаетесь к транспорту. If here in the room are sitting fleet managers, this can save you 12% fuel every month. Если в этой комнате сидят руководители автопарков, то вы должны понимать, что данная функция позволит вам снизить расход топлива на 12% ежемесячно. Now let's go into a bus. Теперь давайте заглянем внутрь автобуса.
The pilot was in a bus. Now, don't worry, Это пример того, что у нас, как бывает в жизни. we will not show you blood. Но мы не покажем вам, скажем так, здесь нет ничего кровавого. Данному человеку на самом деле очень повезло. Он остался жив, с ним ничего не случилось. This happens in cities, but not everybody is so lucky. Nothing happened to him. Но далеко не все настолько счастливы. Now, why does this happen? Почему это случается? Is this truck driver drunk? No, he's professional. Разве этот водитель пьян? Да нет, он профессионал. I don't know how many here in the room sat in a truck. Let's see everybody what is the challenge. Я не знаю, сколько здесь водителей грузовиков, но вот This was taken посмотреть. in England. Этот видеоролик, Nothing in the mirror, empty. этот видеоролик показывает видео из кабины, снят в Великобритании, мы смотрим в зеркало, там ничего не видно, то есть там пусто. Мы выходим из грузовика, то мы видим на самом деле, что рядом с грузовиком This is the challenge of the drivers. и это основная проблема водителей грузовиков или автобусов. And we can help them. И мы можем помочь. Our system gives them much more view than they can see from where they sit. Наша система позволит им увидеть намного больше, чем они видят сами, сидя за рулем. Let's see it in action. Давайте посмотрим действие. Another left-hand turn example right here. Left-hand turn. Okay? He was crossing. Driver maybe give change to passenger. Возможно, And очень system часто, help him recognize the person. в Украине часто водители маршруток рассчитываются с пассажирами и не замечают, поворачивая, что происходит на дороге. И в данной ситуации система боковым зрением видит пешехода и оповещает. Again. Another left-hand Давайте turn посмотрим еще раз. example right here. Left-hand turn. Let's see another example. Давайте посмотрим еще один пример. Это состоялась. Okay? That could be the one that is under the bus. Этот человек мог оказаться под автобусом. Until now, we showed you how we can help the driver. До этого мы вам показывали, как мы можем помочь водителю. Now we will show how, with combination with GPS and telematics, we can help the fleet manager, the infrastructure manager of a city, and even the governor. Теперь мы вам покажем, как при интеграции с GPS, с телематикой, мы можем помочь руководителю автопарка, правительству и даже народу. So we had 5 buses here in the pilot, and we monitored the behavior of the drivers. Let's see what we could see about this driver. В данном пилоте участвовало 5 автобусов. Давайте посмотрим, из чего состоял пилот. We put a system with GSM, Мы E2 GPS. GPS, And now, for the first time with our system, not only we could see where is the driver, but which safety challenges he has. а теперь с нашей системой мы смогли увидеть не только на каком, то есть где по маршруту находится автобус, а то, как в реальном времени водитель водит. So we put inside the Mobileye system, Мы также поставили систему Mobileye and we got information и about braking because of pedestrians and vehicles. мы в режиме реального времени получаем на монитор, как часто водитель тормозит, And bicycle. как часто срабатывает система резкого сокращения дистанции, And almost accidents. Сколько раз был сигнал о возможном столкновении.
and change of lanes without blinking and surprising other vehicles. Сколько раз водитель пересек разметку, не включив поворотник. All this is analyzed, Это все мы проанализировали, and from the pilot you can see report и после пилота мы можем посмотреть на отчет about the driver, о водителе, about the whole group, о целой группе водителей. and as you will see, maybe about a certain street that there is a problem. Мы также можем посмотреть относительно какой-то определенной улицы или квартала. So if you're a fleet manager, you can get reports about the standard of safety of the driver. Если вы руководитель автопарка, вы можете посмотреть данную информацию очень детально. So you can see drivers become better, what is their problem, Здесь можно посмотреть, насколько водители maybe driving too лучше close to a водят vehicle, или хуже водят, вот, с какими проблемами, то есть какие оповещения чаще случаются у водителей и не случаются вовсе. you can send the driver feedback. Not wait for the end of the week and tell him you're bad or good driver, but constant. Вы можете сообщить водителю о его манере вождения сразу, моментально, не ждать конца недели и встречи. You can show him here you're good, but this you're not good. Вот здесь вы можете показать, что где-то вот вы хорошо водите, а где-то очень плохо. You can show him company drivers are better and you are not so good. Become like everybody else. Вы можете показать, что вот есть водители, которые водят лучше вас или которые хуже вас. Now this is especially for Mr. Vadim, Для Вадима будет очень the perspectiva of the city, design, of the infrastructure. это перспектива города, да, то есть как это можно использовать. We see here with our system that was from your pilot that there are certain areas when there is more problems. Doesn't matter which driver it is. Здесь показана карта одного из наших пилотных проектов. Let's make a zoom about this area. Мы сейчас увеличиваем город. We see here more events than others. Мы видим, что в желтом круге больше всего каких-то случаев, чем где-либо. I will speak also about this street. То есть мы видим улицу, на которой больше всего оповещений. This was not recorded in Kiev, but it explains very good Это не было the снято в Украине, potential но это очень хорошо показывает, как можно изменить улицу, сейчас мы вам покажем, что мы сделали. This is a roundabout. The buses were coming from here. Здесь показывает, что автобусы ехали сверху. So this is the area. Вот место, где ехали автобусы. And look what we found out. И вот смотрите, что мы обнаружили. This is a school. Это школа. And from here are coming children with bicycles and walking. Отсюда выходят дети пешком или на велосипедах. And the only problem is this green bush. И основная проблема это данные кусты. So the municipal said, take this out so the drivers will be able to see the children ahead of time. Городская власть сказала снести данные кусты для того, чтобы водитель автобуса видел детей, проходящих дорогу. I want to go back to this picture. Если мы вернемся, мы увидим. I will give later a booklet which shows here was a lane for bicycles, a special lane for bicycles. Мы позже вам покажем, что есть один из хороших примеров. Это в Соединенных Штатах Америки, где была на дороге расположена полоса для велосипедистов. Near vehicles that are parked. Была проезжая часть, слева была полоса, где ездят велосипедисты, и в крайней левой полосе были припаркованы автомобили. The city designer did not think to put the bicycle from the side of the sidewalk. Дизайнер He улиц put them
the bicycles on the side of the road. Дизайнер улицы не учел безопасность, он неправильно разместили велодорожку не нас, то есть вместо того, чтобы в внутренней стороне безопасно, где тротуар, разместили на внешней. All they did was change places. Cars were parked now a little bit, 1 meter further from the sidewalk. The bicycles were now safer inside. И после наблюдений, благодаря нашей системе, городская власть поменяла местами велодорожку, то есть на территории тротуара. Allow me to show you some examples of other municipalities in the world. Сейчас мы вам покажем примеры других муниципальных проектов, городских проектов по всему миру. London has decided to use our system Лондон решил in heavy vehicles. Внедрить систему Mobileye на From the beginning of the year. грузовых автомобилях в начале 2015 года. Garbage vehicles, buses using our system. Автобусы, грузовики, Heavy vehicles. перевозящие мусор. The Israeli government Израильское правительство made a tax incentive that more and more vehicles will use our system. Здесь имеется в виду, что правительство Израиля сделало Motivacja project. очень такой мотивационный проект для того, чтобы больше водителей ставили систему Mobileye. The insurance companies noticed that the system with Mobileye, there are less claims, there are less accidents. Страховые компании пришли к тому, что система Mobileye позволяет сократить количество выплат по ДТП на 45%. With vehicles without Mobileye, this is a percentage of calling the insurance company, and with Mobileye, only 1% call the company because of Данные the цифры problem. показывают о том, что 2,4% это количество, скажем так, количество заявок по ДТП, и после внедрения системы Mobileye это 1%. What can we do with it? Что мы можем с этим сделать? For, let's say, for Kiev region, Давайте возьмем, например, город Киев. we can make like the Israeli Ministry of Education. Мы можем сделать так, как сделали в Израиле в Министерстве образования. This is a tender from this year Это тендер 2015 года for buses for children. для школьных автобусов. And the tender says you must have a system that recognizes pedestrians. Главное требование в тендере – это наличие системы, которая распознает пешеходов. Now all the participants in the tender, the commercial bus companies, they contact any company they find in the world, among this us, and they go to the municipal and say, yes, we have a system. И абсолютно все участники тендера, все компании, которые заинтересовались данным проектом, чтобы предоставить автобусы школьные, обратились в компанию Mobileye, после чего пришли к государству и сказали, что да, вот у нас есть система Mobileye, мы готовы учиться. I live between Tel Aviv and Jerusalem, a city called Modi'in. Я живу между Тель-Авивом и Иерусалимом в городе, And it doesn't matter the name of the city. в небольшом городе. All the buses in my city have Mobileye. Все автобусы в его городе имеют систему Mobileye. Not because of me. I work here in your area. Not because of me. То есть это не потому что, это не благодаря. Because of the mayor. Because of the Это потому что city это благодаря мэру, то есть не благодаря компании Mobileye. management. Менеджменту мэра. It was a political decision to show the citizens that really somebody takes care of them. Это было политическое решение показать жителям города, что кто-то о них беспокоится. The result is that my child, when he's crossing the street or riding the bicycle, he's safer. Как результат, я спокоен, что когда мой ребенок переходит или переезжает дорогу, да, он стал в более безопасной зоне. They wrote this tender so strong that if they find that the bus has not working system, they will get a fine every day that is working without the system. Настолько
штраф. Настолько мощный тендер и настолько мощный проект, что если мэрия города узнает, что данный, что какой-то автобус ездит без системы, штраф $300 в день. In Japan, Каждый день, когда он будет без системы. В Японии this company has put all its buses. это очень большая компания. I will go fast now. Those are international examples. Это примеры внедрения систем Mobileye по всему миру. В Японии, в Южной South Корее, Korea. Тайване. 52 injuries in 2012. They took all their buses to have В Mobileye. Тайване 120 автобусов оснастили систему Mobileye после того, как было 22 Other countries in Taiwan. в Тайване. You can see here the system. Система. Here they even made propaganda. We have extra Даже safety. пропагандируют о том, что разместили логотип компании на It's автобусе. a tourist Для company. туристических перевозок. Another one in Taiwan. You can see here the system. Чили, Chile, 500 автобусов. 500. Again, Несколько, Chile, да, несколько транспортных Чили. перевозчиков. Mexico, В Мексике, Australia, Israel. в Израиле 600 This is the company автобусов. of my city. Это автобусы города, где я проживаю. Another. Еще одна компания в Израиле 400 автобусов. So those are all municipal-oriented projects. Это все были примеры городских проектов на городском транспорте. As I know that in the room are sitting also commercial entities and companies, I will show some example of even bigger projects than one city. Так как в этой комнате сейчас присутствуют представители компаний, перевозчиков, страховых компаний, мы сейчас покажем на более глобальном уровне примеры, как это внедряется и используется в нашей системе. The biggest logistic company in Germany, Самая большая логистическая компания в Германии. they had every year 15 collisions and 2 total damage. Каждый год у них было 15 аварий и 2 случая, когда машина была просто не восстановить. They put Mobileye and since 3 years they have 0 accidents. После внедрения системы Mobileye, спустя 3 года количество аварий было 0. You can understand that even in commercial matters you will get your investment back very quickly. Возврат инвестиций очень быстро проходит. Coca-Cola Hellenic. Coca-Cola, очень яркий пример. They've noticed a reduction in all the potential events. Здесь показано, как пошло сокращение аварийности по разным функциям. К примеру, 40%. They recorded 12% fuel savings every month. Они, как мы уже говорили ранее, значит, у них идет сокращение топлива 12% ежемесячно. They already have put in 19,000 vehicles here in Southeast Europe. С учетом Украины, на сегодняшний день компания Coca-Cola оснастила системой Mobileye свыше 19 тысяч автомобилей. Some more examples. Johnson & Johnson, This is also in Germany. это тоже в Германии. This is in the United States, also, although the name is England. В Соединенных Штатах очень большая компания логистическая оснастила Mobileye в 4000 машин. They had crashes, У них были but аварии. they were much cheaper because the crash was not so strong, not so cost effective. У них случались аварии, но с системой эти аварии были менее затратны для компании. This is a film taken in Las Vegas, Texas. Все такси в Лас-Вегасе оборудованы системой Mobileye. Did you see that? That was anti-accident, and the driver at the last minute. Тут показан пример, как ночью система оповестила водителя, и водитель чуть было не наехал, не врезался в автомобиль. Look at this again. Давайте посмотрим еще раз. Look here. See? No accident. Это пример того, что как можно избежать ДТП. Heavy vehicles. Большие Another. грузовики, автобусы.
municipal big company. Перевозчики топлива, Yeah, heavy vehicles. Another example from Australia of taxis, такси, военные, military, logistic. So before I hand over the presentation to my colleague Victor, I would like to summarize this part. Перед тем, как я передам слово Виктору Романову, Municipal drivers are professional, I am sure. профессионально, то есть все городские, то есть все водители городского транспорта, But not everybody else on the road is. но Maybe, участники дороги, но не все участники дороги. maybe you have some young drivers, like in the police or I don't know where. Есть очень много как пожилых водителей, так и очень много юных водителей, молодых водителей. The pedestrians for sure don't know that they are not seen, so as we saw in the film. They happily stand with a bicycle thinking that everything is okay near a big truck. Очень немногие пешеходы знают о данных технологиях и стоя рядом с грузовиком на велосипеде могут не подозревать о том, что может что-то случиться. So when we put advanced technology warnings, we help the driver. То есть когда мы внедряем систему Mobileye, мы помогаем водителю. When we make it together with telematics, which my colleague Victor will talk about, Когда мы соединяем систему Mobileye с системой телематики, системой GPS, о которой скажет Виктор, we have a better control of the fleet. мы имеем лучший контроль парка. And we put it with maps and GPS, we can even have data and statistics of the streets of the city for the infrastructure managers. На основе получаемых данных мы даже сможем дать информацию по улицам и кварталам города, где... And as we said in the beginning, better safety is better well-being of the citizens. Как мы сказали в начале, чем выше безопасность, тем лучше и безопаснее жизнь в городе. So thank you very much for listening to me. Всем большое спасибо за то, что послушали нас. I recommend that after the presentation of Victor, we will give a chance to any question that will come from... Мы готовы ответить на ваши вопросы после этой презентации. Крім того, ми їх збирали один раз, коли ми переходили від першого етапу до другого. Тоді була така цікава, я би навіть сказав, десь гаряча дискусія. Зараз фактично ми підводимо підсумки тільки для того, щоб кожен з вас зрозумів, що перше відбувається на ринку сучасних інформаційних технологій. Друге, куди йде світ і що рано чи пізно чекає нас, як учасників цього ринку, з чим ми будемо працювати найближчим часом. Що я хочу зазначити ще? Присутні тут перевізники, більша частина з вас. От у нас на 3 листопада заплановано проведення чергового конкурсу на перевезення пасажирів. Ви знаєте вже, така невеличка новела, що вперше обласна державна адміністрація у якості обов'язкового листа попросила від вас інформацію щодо згоди в подальшому випадку визнання вас переможцем встановити систему GPS-навігації та передачі даних. Дійсно, адміністрація планує створення єдиного центру диспетчерського для того, щоб мати можливість в режимі реального часу, не зважаючи на ті листи і скарги, які є, ми їх само собою обробляємо від мешканців, але підтвердити факт чи не факт невиконання вами чогось дуже важко. Коли, ми розуміємо, є конкурентна боротьба. Перед конкурсом це значно активізується. Десятки листів, що перевізник А возить погано людей, а перевізник Б от йому подяка. Ми розуміємо, що десь це нагнітається, але з іншого боку перевірити це ми можемо тільки тоді, коли в нас є така можливість. Тому крок за кроком ми це будемо робити. Інша ситуація, на яку хотів би звернути увагу. У нас присутній представник Державтоінспекції, Ситніченко Олександр, ви його знаєте, керівник Укртрансінспекції області. Крім всього іншого, вони є учасниками і членами конкурсного комітету облдержадміністрації. От у нас зараз з Олександром був такий цікавий діалог, коли був слайд відносно відтворення, можливого відтворення технічного того, як відбулося ДТП. Цікава інформація, я знаю, що багатьох з вас вона зацікавила, в режимі діалогу, навіть телефонних дзвінків ми там це обговорювали, але є законодавча проблема. Да? Ми можемо встановити чудову систему, вона дасть чудовий результат, але на сьогоднішній день
Чи буде це доказом в суді без внесення змін в законодавство? Мабуть, ні, не буде. Що потрібно? Пройти шлях, внесення змін в законодавство, сертифікація цієї продукції для того, щоб дійсно ті результати, які будуть отримані, дійсно розглядались судом і приймались до уваги. Тому до чого я це все веду? Нам з вами ще впереді великий довгий шлях, нам ще багато що потрібно буде зробити. Але разом з тим, перше, що я хочу зараз сказати, я дякую кожному з вас за те, що ви знайшли час, за те, що ви прийшли сьогодні, побачили і почули те, що робиться обласною державною адміністрацією спільно з нашими партнерами по цьому пілотному проєкту компанії Mobileye. Друге, я хотів би щиро подякувати учасникам цього проєкту, зокрема компанії Mobileye і тим людям, які на собі тягнули цей проєкт, тому що, повірте, крім основної роботи, якої досить багато в обласній адміністрації, приходилось виділяти час для того, щоб спілкуватися із перевізником, знайти машини. Хочу зазначити, до речі, дивіться, спочатку компанія погодилась виділити 8 комплектів обладнання для того, щоб встановити. З чим ми зіткнулися? Коли ми звернулися до перевізника, шановні, будь ласка, нам нужні транспортні засоби, які відповідають яким вимогам. Перевізники погодились, ми мали мати 8 машин, але мали 5. Чому? Тому що техніка навіть 13-го року, навіть 13-го, тобто за нашим розумінням свіжа, як ми кажемо, техніка, не могла подати необхідний технічний сигнал на прилад, який мав би його аналізувати. Це говорить про що? Про те, що ми рано чи пізно з вами все одно оновлюючи парк будемо рухатись до того, щоб наша техніка відповідала тим вимогам, які до нас вимагає зараз держава, законодавство і так далі. Тому велика подяка нашим партнерам, які приймали в цьому участь. І третє, що я хочу сказати, що велика подяка тим підприємствам, які також знайшли можливість виділити транспортні засоби, водіїв проінструктувати, відривали з себе свій час робочий для того, щоб цей проект реалізувався. Я вчора доповідав про наш сьогоднішній захід голові адміністрації, тому хочу ще декілька таких приємних слів. З нагоди того, що ми з вами стоїмо напередодні, крім свята демократії, що в неділю у нас буде свято День автомобіліста, я хотів би перше привітати колективи підприємств, які приймали участь у цьому проєкті, наших партнерів, і вручити подяки від імені голови Київської обласної державної адміністрації Шандри Володимира Миколайовича. Так, в першу чергу у нас сьогодні наш шановний гость Раз Пелес. Щиро дякуємо. Паша Ран. Відсутній, так. І в нас є Алекс Затурський, людина, яка дуже великий вклад внесла в те, що цей проект реалізувався. Так, наші консультанти йдуть далі. Так, у нас є 3 колективи. Дивіться, коли ви дивились слайди, ви в принципі так бачучи карту і знаючи, хто є, хто розуміло, про що йде мова, але разом з тим була домовленість, що ми не озвучуємо це, тому що людина пішла на зустріч, кожен керівник, і зараз, знаєте, нікому з вас не хотілося б, щоб сказали, от в нього водії такі, але разом з тим ми вскриваємо карти, нам на зустріч пішла компанія «ТАЗ Бориспіль», ми їй дуже вдячні. Ірпінський АТП 13250 і колектив «ТОВ Бровари Автопас». 2 наших консультанти, які також працювали над тим, щоб прокласти місток між нами і далекою країною Ізраїль, це Віктор Романов і Ірина Шевчук. Від Асоціації автоперевізників Київщини з нагоди свята, яке наближається, ми обсудили цю ситуацію і від імені голови Київської обласної державної адміністрації ми хотіли би передати через вас, якщо керівники в нас тут присутні, подяки тим людям, які своєю щоденною працею фактично забезпечують ті самі перевезення. Це в першу чергу водіям і ті люди, які відповідають за безпеку і експлуатацію. Я зачитаю перелік і передамо нашим труженикам, нашим водіям ці подяки. Це Турчицький Аркадій Станіславович, заступник директора з експлуатації «Алекс Транс Плюс». Сахандій Михайло Михайлович, водій ТОВ Ірпінський АТП. Лоскутов Василь Іванович, водій ТОВ Ірпінський АТП. Прохоренко Олександр Володимирович, водій ТОВ Ірпінський АТП. Яковенко Юрій Олексійович, директор ПП Іванків Автолюз. Дикий Михайло Васильович, механік, контролер контрольно-технічного пункту АТАЗ Бориспіль. Ращенко Василь, слюсар з ремонту АТАЗ Бориспіль. Іванів Богдан Васильович, водій ПП Центуріон Плюс. Рудюк Сергій Михайлович, водій Центуріон Плюс. Поляруш Сергій Сергійович, підприємець.
і Калініченко Юрій Олександрович, водій ПП «Мережа». Ми щиро вдячні не тільки цим людям, а кожному з тих людей, які щоденно своєю працею допомагають мешканцям Київської області дістатися обласного центру, районних центрів, які, незважаючи на погоду, виїжджають в маршрут, забезпечують безпеку, комфорт, вчасність цих перевезень. Вас всіх з наступаючим святом, дай Боже кожному з вас, нашим родинам успіхів, благополуччя і мирного неба над головою. Дякую. Mobileye, our vision, your safety.